Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с палитрой такой работали. У нас есть узорчики на канале, а также с новым узорчиком. В свою очередь хочу вам напомнить о том, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальны, поэтому пробуйте из любой пряжи. Я рассказываю о ниточках, которые буду сегодня непосредственно применять в образце. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, смотрите, называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах находится 550 метров. Идем дальше. Цвет, пока не забыла, сразу же скажу, 267. На экран переводится точно так же, как, в принципе, и вживую смотрится цвет. Так, смотрим дальше. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют брать крючок от двоечки до четверочки. Всю такую пряжу я вяжу крючком номер 3. В принципе, меня устраивает, да, по моей плотности вязания, по узорчику. Вот, я беру, получается, троечку. Вы точно так же читайте инструкцию к своей пряже, да, подбирайте крючок, самое главное, крючок правильно подобрать, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика у нас равняется 8 петелек. Я давайте наберу, например, 4 раппорта, это будет 32 воздушные петельки, и еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Но вы, в свою очередь, набираете, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю, получается, 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот, мой будущий образец. Далее, смотрите, как и у многих узорчиках, да, рекомендую особенно новичкам сделать вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. В столбиках мы не запутаемся, поэтому делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее, смотрите, отсчитываем от крючка пятую петельку аккуратненько. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку мы ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку нырнули. Вытянули ниточку. И опять точно так же 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем по каждой петельке цепочки и провязываем наши столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть получается у меня 33 воздушные петельки, значит 33 столбика с накидом. Угу. Ну, у вас может быть больше, меньше, в зависимости от количества петелек в цепочке. Первые 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. Так, в конце ряда я вас встречаю и показываю дальше узорчик. Угу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем дальше к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Воздушная петелька. И опять сюда же возвращаемся в этот же столбик и провязываем второй столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Сюда же возвращаемся, провязываем третий столбик с накидом. Воздушная петелька. И четвертый столбик с накидом. Воздушная петелька. Пятый столбик с накидом. То есть у нас с вами получается вот такой вот веерочек. Вот 5 столбиков с накидом и между столбиками по одной воздушной петельке. Далее смотрите, 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В четвертый нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Дальше повторение. То есть опять делаем веерочек. Накид.
Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Столбик с накидом 3. Воздушная петелька. Столбик с накидом 4. Воздушная петелька. Столбик с накидом 5. Угу. И опять присоединяемся, получается. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И в четвертый присоединяемся столбиком без накида. Все. И вот у нас вот такие вот получаются веерочки. Столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек до конца ряда самостоятельно. Несложно у вас получится. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши веерочки практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же получается. После последнего столбика веерочка мы 3 столбика пропускаем. И там, где 3 петельки подъема, в третью петельку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь будьте внимательны. Вот здесь вот зафиксируем, да, пальчиком петельку. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Возвращаемся к петельке, которую мы держим. Так, ныряем в нее. Вытягиваем ниточку аккуратненько. И провязываем 2 петельки. Стоп. Дальше не провязываем. Накид. Опять сюда же вернулись. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Дальше не провязываем. Теперь смотрите, мы эти 3 петельки, которые на крючке, провязываем вместе. Оп. И обязательно зафиксируем. Угу. Дальше смотрите. Накид. Переключаемся на наш веерочек. Считаем из 5 столбиков 3. Раз, два, три. В третий столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. И третий раз накид. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все петельки на крючке, 3 от столбиков, 4 петелька вот наша, провязываем вместе. Оп, и зафиксировали. Угу. То есть вот такие вот интересные листики получаются. Далее, смотрите, опять 3 воздушные петельки делаем. Раз, два, три. Еще один такой же листик будем делать. Накид. Возвращаемся вот в основание нашего вот этого листика, да, верхушку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И вот эти 3 петельки провязываем вместе. Оп, зафиксировали. У нас получается, ну, назовем вот 3 листика. Вот такой, да? Раз, два, 3 листика. Далее опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Возвращаемся, получается, к основанию, к самой первой петельке. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и теперь 3 петельки провязываем вместе. Оп, зафиксировали. Дальше точно так же переключаемся на следующий наш веерочек, накид, отсчитываем 3 столбик. Итак, раз, два, три, центральный. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и третий раз точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все 4 петельки провязываем вместе, обязательно зафиксируем. Видите, вот такие вот у нас листики начинают формироваться. Еще третий листик точно так же. 3 воздушные петельки, раз, два, три. Накид. Возвращаемся опять сюда же, к верхушке нашего лепесточка. Беремся за петельку, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули, опять в петельку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И опять 3 петельки вместе зафиксировали. Понятно? И вот так вот вы шагаете, вяжете по 3 лепесточка, раз, два, три. Раз, два, три, опять раз, два, три, раз, два, три, до конца ряда. Несложно? Понятно? Давайте самостоятельно до конца ряда у вас получится.
Так, смотрите, вот какие интересные листики у нас получились. Дальше, как мы заканчиваем наш ряд? Мы делаем после последнего листика 2 накида. И вот возвращаемся к столбику без накида предыдущего ряда, ныряем в него и провязываем столбик с 2 накидами. Так мы выравниваем высоту нашего ряда. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И еще 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. Далее смотрите, мы переключаемся вот на сердцевинку наших трилистника. Да, беремся вот за верхушечку пышного столбика и провязываем точно такой же пышный столбик. 2 петельки провязали, стоп, накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, стоп, накид, еще раз ныряем, вытягиваем ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь все 4 петельки провязали вместе, зафиксировали. Угу, видите? У нас получается вот такой как бы четырехлистник уже. Далее провязываем точно так же, ну как бы переключаемся на следующий наш трилистник. Итак, для начала мы делаем с вами 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Угу. И переключаемся на следующий наш трилистничек. Накид. Нырнули за верхушку, взялись. Вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид. Нырнули сюда же, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь получается все петельки провязали вместе и зафиксировали. Поняли, да? То есть ваша задача доделать к трехлистнику, да, получается 4-й листик. Все, и вот так вот до конца ряда. Не сложно? Вообще не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наша красота потихонечку растет. А как мы заканчиваем ряд? 3 воздушные петельки, так, накид. И там, где у нас основание нашего листика, вот этого, мы ныряем в основание и провязываем просто столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее смотрите, арочка, 3 воздушные петельки. И мы провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Там, где у нас стоит пышный столбик, мы делаем воздушную петельку. Оп. Дальше. Арочка. 6 воздушных петелек. Мы делаем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Угу. Пышный столбик. Воздушная петелька. Следующая арочка. Опять 6 воздушных петелек. И мы делаем 6 столбиков без накида. Понятно, да? Несложно. Там, где арочка, мы делаем столько столбиков, сколько у нас воздушных петелек. Там, где пышный столбик, мы делаем просто воздушную петельку. Все, давайте вот так вот до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот наши листики, квадратики готовы. И как мы заканчиваем ряд? У нас последняя арочка состоит всего лишь из 3 воздушных петелек, поэтому у нас здесь 3 столбика без накида. А далее, смотрите, отсчитываем, получается, третью петельку подъема. Раз, два, три. За третью петельку беремся и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, накид. И вот там, где у нас была воздушная петелька, да, между нашими столбиками, ныряем в нее и провязываем веерочек, как в самом первом ряду. Столбик с накидом. Раз, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом. 2, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом. 3, воздушная петелька, столбик с накидом. 4, воздушная петелька и столбик с накидом 5. Вот наш веерочек. Далее смотрите. Получается, мы с вами должны будем шагнуть в сердцевинку нашей, получается, вот этой вот арочки. Так, и беремся за центральный столбик и провязываем столбик без накида. Угу. И у нас получается та же самая картина, как в самом первом ряду. Все. И вот получается дальше наш раппорт узорчика повторяется. То сейчас у нас будут веерочки. Дальше у нас будут трилистники. Возвращаемся мы арочками с 4-м листочком, так, а потом завершаем, провязываем столбиком без накида. Все, вот это наш весь узорчик.
Для тех, кто умеет читать по схемке, я сюда могу приложить схемку. Но схемка, конечно, такая немножко бледная, мутноватая, но какая есть. Вы можете по схемке сами себя проконтролировать. Кто по схемкам читать не умеет, в принципе, вы уже можете провязать данные, так скажем, вертикальный раппорт узорчика и сравнить, что нарисовано на схеме. Вы поймете, где столбики, где воздушные петельки. Итак, давайте увеличим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво и необычно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня получается дырочатая красота нынче. Смотрите. Узорчик получается двусторонним. В моем случае из моей пряжи вот так вот он тянется и вот так вот тянется. То есть так, видите, больше, понятно, да? Вот. Я, получается, вязала из одних ниточек. Вы можете делать как бы разные, да, вертикальный раппорт один, ну, одним цветом, потом другим цветом, третьим, либо секционной пряжей, меланжем, мне кажется, будет отлично. В первую очередь, куда можно применить? Палантинчик, накидочка, да, и опять же, смотрите, очень будет шикарно смотреться в каком-либо шарфике, если это будет, например, цветное, а может быть не цветное, да, а может быть переход, это может быть от светлого к темному ниточки. И получается вот так вот вы его зажулькаете на шейке, красота будет, да. Вот. Ну, смотрите, на ваше усмотрение. Вот захотелось что-то такого дырявчато-воздушного. Вот такое вот дырявчато-воздушное получилось. Здесь, конечно, можно экспериментировать. Получается, вы можете делать пышный столбик из 3 столбиков, из 5, из 6, то есть больше будет, да. Можете провязывать их как столбики. Не как я провязывала по 2 петельки, а просто набирать пышными столбиками, да, вот одними петельками, потом в конце провязывать. То есть в таком случае можно сделать. То есть на ваше усмотрение. Принцип узорчика понятен, а дальше вы экспериментируете, никто вам ничего не скажет. Верно же? Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Итак, получается, я набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, мой узор, да, ой, мой крючок, вернее, моя рука, моя плотность вязания. Сколько это будет? То есть это будет приблизительно вот 14 сантиметров. Так. И тут получается у нас вертикальный раппорт. Раз, два, три и маленький ряд 4, да. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Это 12 уже рядочков. И 13. И наборный ряд 14. То есть видите, как ровно можно закончить тоже вязание. Здесь, если будет палантинчик, тоже набирайте дополнительно столбики, и у вас будет ровное изделие. Итак, так у меня здесь получается, гляньте, тоже 14. Красота. Вот такой вот интересный воздушный квадратик. Кто, если вязал данным узорчиком, схема как ходит, да, в интернете, рассказывайте, что вязали, что у вас интересное получилось, какими ниточками. Если не вязали, тоже подбрасывайте идейки. Девчатам тоже будет интересно, что-то можно связать в копилочку ваших узорчиков. Вот такая сегодня красота. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. А также сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.